Всем привет, ребята, это Дофа Трейдинг. И сегодня мы посмотрим, где у биткоина есть крупные ликвидации, посмотрим также о том, какие цены по биткоину в этом цикле мы все-таки ждем, почему очень скоро биткоин развернется, как долго будет длиться та коррекция по биткоину, которую мы видим. И также поговорим с вами о том, что сейчас на рынке делает крупный игрок. Посмотрим на дельту, на кластера и поговорим о техническом анализе по биткоину. Чем этот цикл очень похож на цикл 2021 и 2022 года. Почему именно сейчас биткоин рисует те паттерны, которые были в 2021 году на падении в мае. И от каких точек приблизительно ждать разворота по биткоину. Будем обсуждать с вами все по порядку. Сначала разберем технический анализ и индикаторы, потом уже перейдем к анализу объемов и посмотрим с вами на кластера и крупных игроков. По техническому анализу, если мы будем с вами смотреть на месячный таймфрейм, то ничего сверхсекретного нету. Мы все с вами знаем и понимаем, что в районе 59 тысяч и вплоть до 69 900 на месячном таймфрейме здесь была такая область, которую биткоин проторговывал. Именно в данном месте по биткоину произошел длительный флэт. Мы здесь видим 3, 6-8 месяцев флэта. Вот это вот все была такая проторговка. Она закончилась не в случайном месте. Как мы с вами можем видеть, на этот тренд уже в этом году растянуты вот такие вот видоизмененные, модифицированные виллы Шифа. И вся эта коррекция, она у нас продолжалась вплоть до медианы этих самых вилл Шифа. И если вы обратите внимание, то месячные свечи, они как раз своими телами позакрывались на цене 58 900, что соответствует первому хаю именно прошлого цикла 2021 года. Не второму хаю, а именно первому хаю. И в данный момент у нас аналогичная ситуация происходит, как в мае 2021 года. Мы видим достаточно серьезное падение по биткоину. Это падение сейчас находится в рамках 8 EMA линии на месячном таймфрейме. И после такого падения мы видим, вот в мае было это падение, вот такое же падение мы видим сильное здесь. Образовалась вот такая вот свеча с длинной тенью, вплоть практически до зеленой. Это, напомню, 21 EMA линия. После чего произошла последняя волна роста, что мы в принципе от биткоина и ждем. Мы ждем последнюю волну роста, которая должна у нас произойти до ноября 2025 года. Если мы с вами детально взглянем на прошлый цикл по биткоину, то я вам показывал эти Фибоначчи уровни. Да, вот что мы видим в районе 127 и 161 расширения по Фибоначчи. Именно в этом диапазоне произошло распределение по биткоину и начался медвежий рынок. Но что более интересно, это то, что когда мы точно по таким же виллам шли в предыдущем цикле 2021 года, мы увидели несколько коррекций. Первая коррекция по биткоину была от вот этих вот 4 трендовых, это верхний карман вилл Шифа. Это была достаточно серьезная коррекция. После того, как эта коррекция закончилась, начался последний рост, последний импульс, последняя волна роста, и на этой волне роста начался альтсезон. Это то, о чем я вам и говорю. Если мы взглянем на недельный таймфрейм сейчас, то мы увидим, что находимся в аналогичной ситуации. Биткоин зашел, коснулся этих 4 трендовых линий, и у нас сразу же моментально из этой области началась вот тут коррекция. Поэтому после того, как эта коррекция закончится и начнется новая волна роста, мы увидим, как оживут альткоины. Именно здесь, на этой волне роста, у нас произойдет альтсезон, который будет практически мгновенным, от 1 до 3 месяцев. И на этом росте нужно будет сразу фиксировать каждую неделю в воскресенье по закрытию свечи прибыль на альткоинах. Что мы можем также заметить очень интересного? Так как это мы первый раз подошли к вот этим 4 трендовым сопротивлениям, к верхнему карману вилл Шифа, да, мы подошли, я имею в виду, что мы зашли полностью, потому что здесь тоже
на этой волне импульса мы подошли и увидели коррекцию вплоть до медианы в данных виллах. Сейчас мы уже полностью прошли все эти 4 трендовые и снова видим коррекцию. Эта коррекция, вероятнее всего, снова закончится в районе медианы вот этих вот вилл шифа, и последний рост это будет вот такой вот заход снова от этого кармана в виллах шифа. Мы увидим распределение по биткоину и начало медвежьего рынка, которое будет соответствовать пробитию уже медианы, так как это было в прошлый раз. Если вы взглянете на эти виллы шифа в предыдущих циклах, то когда мы выходили за рамки этого верхнего кармана, да, и, соответственно, от верхнего кармана начиналась первая важная коррекция, вот она в данном месте, вот эта коррекция. Вот, когда мы выходили за рамки вот этих вот верхних 4 линий трендовых сопротивления, происходил импульс на падение, достаточно серьезный. И он заканчивался, этот импульс, как раз-таки в районе медианы. Да? Здесь мы видели вот такое вот накопление нисходящее, которое шло к медиане. И в районе медианы это накопление заканчивалось, после которого и следовала последняя волна роста. Мы снова заходили в вот эти вот 4 трендовые сопротивления, и из-за того, что они динамические, как раз наш второй поход, он может переписать хаи, потому что здесь мы ставили хай в 64 тысячи, здесь хай был поставлен в 68 800 тысяч за один биткоин. А начало медвежьего рынка, оно как раз соответствует пробитию медианы этих вилл. Вот, как вы видите, здесь есть две очень важные точки. При первом подходе к медиане вилл шифа мы все-таки видим достаточно серьезный тренд и отскок. Это нужно смотреть на недельном таймфрейме для понимания того, как этот тренд будет развиваться. Но в последующем, когда мы прилипаем к медиане уже второй раз, к медиане вилл шифа, то происходит пробитие. Именно с этого момента начинается капитуляция рынка. Это информация, которой я делился еще много-много месяцев назад в своей закрытой группе. Но несмотря на то, что у нас есть закрытая группа, также есть и общий канал, на котором выходит информация, которой не делюсь я на YouTube. Это наши скриншоты и вводные как раз на стримы, которые происходят каждое воскресенье, где мы вместе с вами смотрим и обсуждаем рынок. А это, собственно говоря, те скриншоты, которые были в закрытой группе. Я говорил, что ожидается вот такое вот падение практически на 50% по биткоину. Мы все-таки ждали его в апреле-июне. Как сейчас становится понятно на рынке, что это падение у нас оно не будет приходиться как раз-таки на лето. Это падение оно не будет приходиться на лето, потому что оно началось гораздо раньше. Мы тогда в 2021 году упали в мае, а сейчас мы видим, как биткоин начал это падение в марте. И поэтому как раз многие трейдеры не смогли заработать, потому что они все-таки ожидали, что альтсезон он начнется весной, а мы с вами видим, что началось падение у нас весной. А ожидали падения летом, как раз-таки после альтсезона. То есть вот эти вот точки, они немного сместились, и это всех ввело в заблуждение. Сейчас очень большие слухи ходят по поводу того, что медвежий рынок уже начался. Но вы должны понимать, что мы увидели одно здесь касание, мы идем снова к медиане, мы не коснемся ее, не дойдем прям к 63 тысячам, скорее всего, а как раз-таки упадем на вот эту вот проторговку, на верхнюю границу вот этой вот самой проторговки, которую мы видели с марта 24 по октябрь 24 года. Как понять, где развернется биткоин, зачем наблюдать? Ну, во-первых, это месячный таймфрейм, и по-хорошему, конечно, нам нельзя закрывать месяц под 8 EMA линией. Но есть такой более мелко таймфреймный показатель, это 3-дневный наш график, и на этом все-таки забеге видим все-таки больше именно информации на 3-дневке, как в районе 100 EMA линии на 3-дневном вот этом графике биткоин отскакивает. Вот это черная наша 100 EMA линия,
И как раз прошлое падение заканчивалось вот в этих рамках. Что я ожидаю увидеть на рынке? Что мы все-таки упадем ниже сотой EMA линии, мы погрузимся на верхнюю границу вот этого вот накопления, но для нас очень важно, чтобы не было уверенных закрытий прямо возле 200-й EMA линии, потому что кто меня смотрел тогда, я выделял здесь мертвую зону. Сейчас мертвая зона для биткоина, она находится между 78 тысячами за один биткоин и до 66 тысяч за один биткоин. Вот это так званая мертвая зона. Нам нельзя видеть закрепление прямо по нижней границе вот этой вот мертвой зоны в районе 66. Нельзя нам прям вплотную здесь закрываться. Это полностью соответствует с тем прогнозам, которые я давал по эфириуму, когда он торговался в районе 2200-2400. Обязательно посмотрите это видео, у вас появится ссылка в верхнем правом углу. Когда мы торговались по эфириуму вот здесь, еще по 2200 в вот этой вот фиолетовой области, 2300, я говорил, что очень вероятно мы упадем на 1850-1860. Нужно понимать, что если биткоин упадет на то накопление, которое мы видели летом 2024 года, то есть это вот накопление, которое располагается под вот этой областью, если биткоин все-таки погрузится на верхнюю границу, что соответствует 68 тысячам и вплоть до 74 370, то эфириум, конечно, выполнит и вторую часть моего прогноза и погрузится еще ниже и перепишет вот эти вот минимумы, упадет куда-то на 1650-1550, то есть на вот эту вот фиолетовую область. И может в моменте даже перебить вот эти вот минимумы, то есть будет такой очень сильный прокол с резким, конечно же, после этого восстановлением. И мы снова все равно вернемся выше $2200 и будем торговаться снова в этом флете потом с очень высокой вероятностью переписать вот эти вот максимумы, которые мы видели по эфириуму. Но это было такое лирическое отклонение. Да? Мы видим также, что крупный капитал действительно сделал покупки за 8 часов. Это приблизительно 2000 биткоинов была положительная дельта. Здесь было 1000 биткоинов и здесь еще 1000 биткоинов. То есть вот этот вот рост, который был на новостях о том, что Трамп будет закупаться и создавать крипторезерв, на вот этих вот новостях были действительно очень крупные покупки. Но если смотреть дневку, то крупный капитал после вот этих вот покупок он ушел, и дальше никаких покупок нету. Единственное положительное, что мы сейчас видим, это то, что нету вот таких вот крупных продаж, какие были вот здесь. Здесь очень много продавали. За один день было 7000 биткоинов продано. Это отрицательная дельта 7000 биткоинов. И сейчас нам нельзя, конечно, видеть, чтобы вот такие вот столбики дельты снова нарастали, потому что это будет говорить о походе все-таки вот сюда, на 72-73 тысячи за один биткоин. То есть это будет крайне негативно. Но если рассматривать объемы, да, гэп уже закрыт, можете как бы отпраздновать эту ситуацию, гэп уже закрылся, хотя вы очень часто пишете, что гэпы они не отрабатывают. Тем не менее, вы можете это видеть, и мы сейчас находимся в этой вот пустой области, да, здесь нету объема. Вот, ниже 87 тысяч долларов нету никакого объема. У нас есть очень серьезное сопротивление теперь с максимальным объемом на 96 1300 долларов, и есть вот такая огромнейшая полка с объемами, начинается она на цене 71 тысячи. Поэтому вот это вот как раз и есть вот такой вот той самой, повторюсь еще раз, мертвой зоной. Мы можем сюда проваливаться, но нам нельзя здесь задерживаться надолго по биткоину. Любые падения сюда, они должны сопровождаться сразу резким откупом, как раз таки из-за того, что здесь есть вот этот вот крупный объем. Потому что если мы здесь застрянем в этом диапазоне ниже нашего вот этого гэпа 77600 и до отметки 66300, да, на некоторых графиках эти значения, они могут немного отличаться. Если мы будем застревать в вот этой области, да,
Вот тут это 66 ровно. Если мы будем застревать в этой области, тогда это будет говорить о том, что, скорее всего, вот эти вот объемы продавят, и тогда эта вся ситуация не отыграет, и мы здесь можем увидеть более серьезное падение. Но пока я не вижу более серьезного падения и заколов ниже вот этой вот нашей 200 EMA, потому что за этой 200 EMA сразу же практически располагается наша медиана вилл, а мы ее, напомнюсь, не должны пробивать, потому что даже когда начинается медвежий рынок, мы ее пробиваем не сразу. И вы видите, здесь тоже медиана, она совпадала с нашей 200 EMA линией. Вот наша 200 EMA линия на трехдневном таймфрейме. Мы ее тоже здесь перед началом медвежьего рынка, и это одновременно, кстати, была капитуляция. Вы видите, что мы ее пробивали не сразу, эту 200 EMA линию. Вот как она у нас сейчас идет и выглядит на графике. Поэтому это себе трудно представить, что капитуляция начнется здесь, так близко к историческим хаям по биткоину. Если здесь произойдет пролив, то от этих уровней сразу будет биткоин отскакивать. Поэтому это слишком быстрое завершение медвежки, и те, кто говорят, что сейчас начало уже медвежки, они должны очень серьезно задуматься, потому что если вы хотите сказать, что мы дальше отсюда будем падать, тогда здесь уже сразу произойдет капитуляция, и с отметок 42-55 тысяч мы уже в январе 2026 года должны будем снова выходить в новый бычий уже рынок. А это не соответствует всему, что на графике здесь у нас вырисовывается. То есть это слишком много здесь но и противоречий, много конфликтов. Поэтому более вероятно, что мы сначала скорректируемся, все-таки какие-то заколы сюда будут, потом пойдем в еще одну волну роста. Тогда у нас будет достаточно ликвидности, достаточно много касаний для того, чтобы пробивать уже в 2026 году эту медиану вилл-шифа, и тогда видеть более серьезное падение, которое будет не таким глубоким с точки зрения цены именно в цифрах, да, то есть это будет тогда оставаться в этих виллах, но в процентном соотношении от хаев это будет опять те же там 70-80%, как это было в прошлый раз, потому что если мы будем падать вот так же, как это было все, на 77%, и это у нас был исторический хай, тогда это достаточно серьезное падение, вплоть практически до тех минимумов, которые мы уже видели. Это все равно, если бы биткоин у нас здесь показал какой-то бычий рынок, который закончился, да, просто переписыванием хаев, да, закончился этот бычий рынок, и мы снова упали на минимумы медвежьего рынка. А нужно понимать, что уже очень много денег в рынке, и никто снова не свозит биткоин на 25-30. Не будет таких цифр, потому что у нас есть уже биткоин ETF, есть фьючерсы SME, очень много фондов и много очень держателей биткоина. И еще плюс есть в долгосроке позитивная новость о криптовалютном резерве от Трампа, то есть хотя бы мы не увидим давление на биткоин со стороны правительства. И те биткоины, которые будут конфисковаться и, возможно, еще даже будут покупаться некоторые биткоины, это наоборот в долгосроке позитивная картина все-таки. В закрепленном комментарии под видео ты можешь найти ссылки на все наши социальные сети. А также не забывай открывать описание под видео, где есть партнерская программа от бирж. При регистрации по данным ссылкам ты можешь получить 50% скидки на торговую комиссию. По индикаторам мы видим, что погрузились ровно в то же место, где мы находились с июня по октябрь 24. То есть это вот расстояние на RSI, да, вот, по биткоину. Мы снова сюда погрузились. И причем достаточно резко это было падение. И это падение мы с вами обсудим с нескольких точек зрения. Но достаточно глубокое, такой же силы, как было в июле, да, то есть летом 24-го. Вот это вот падение на недельных таймфреймах. Достаточно серьезное. Но если мы переключимся на дневной таймфрейм, то мы увидим, что это падение было даже еще гораздо сильнее и серьезнее, потому что вот по MACD, если смотреть, последний раз так сильно мы падали, вот это июль 24-го, и ушли даже ниже, чем мы были в декабре 21-го,
И сильнее, вот все-таки, видите, мы падали сильнее только последний раз в мае 21, как раз таки то, что мы с вами обсуждали. Май 21, то есть это предыдущий цикл. По дневному падению, по дневной перепроданности, это падение соответствует маю 21 года по вот этим вот техническим показателям. Видите, насколько сильно здесь упал биткоин. Практически это соответствует по MACD амплитуде мая 21. На медвежьем рынке, то, что было, мы даже так сильно не падали. Вот то, что мы видим. На медвежьем рынке 21-22 года мы так сильно не падали. То есть это падение, оно очень сильное. И это заметно по альткоинам. Альткоины вернулись абсолютно туда, откуда выросли, и еще даже ушли ниже. То есть они полностью перекрыли альткоины, они полностью перекрыли тот рост, который они показали с ноября по декабрь 2025 года. То есть альта полностью перекрыла себя. Если мы еще более детально взглянем на наши индикаторы, то также увидим, что все-таки есть куда падать. И мы видели такие недельные падения раньше. Да, это, например, было вот тут, перед новым началом роста. Да, это было в сентябре-октябре 23-го, вот где были наши индикаторы, это медленный и быстрый стохастик и RSI. И точно так же мы падали в августе 24-го. Вот наш RSI, вот наш стохастик быстрый, вот наш медленный стохастик. И по медленному стохастику мы снова уже где-то у дна, вы видите, мы снова заходим в экстремальную перепроданность, но наш быстрый стохастик, он еще не так сильно погрузился, как в предыдущие все два падения. Хотя по RSI мы уже на критических отметках в 43. Ниже по RSI мы падаем только уже как раз-таки на полным ходом, когда начинается медвежка, на пробитии ключевых каких-то уровней. То есть вот мы пробиваем ключевой уровень поддержки по биткоину, и начинается капитуляция рынка, да, то есть завершающий маневр медвежки. Вот, когда происходит завершающий маневр медвежки, мы на недельке пробиваем нашу 200-ю EMA-линию, и RSI тогда у нас погружается на недельке ниже критических значений в 43. Вот как это выглядит. Вот как это выглядит. То есть, если мы будем погружаться вниз, это уже капитуляция медвежьего рынка, завершающий этап медвежьего рынка, и должен начинаться новый бычий рынок. А это абсурд, потому что мы еще не видели альтсезона, и мы находимся прям практически на хаях. Так не может быть, чтобы у нас была капитуляция медвежьего рынка, когда мы находимся на исторических хаях по биткоину. Нужно понимать, что мы просели всего на 25% от исторического хая. Ну, может, чуть больше, да, может, я вас немножко обманываю, да. Сейчас, да, 25 как раз процентов просадка, максимальная просадка была 28, что соответствует 28% была максимальная просадка, а вот тут летом была просадка 32, амплитуда просадки. То есть, в принципе, нужно понимать, что биткоин где-то у своего дна, поэтому главное сейчас с альткоинами и с эфириумом не спешить. Если мы увидим еще один какой-то прокол по биткоину, то откупать эфириум, потому что он очень перепродан и недооценен. Вы с этой фразой смеялись в прошлый раз, но я повторюсь, эфириум недооценен по отношению к биткоину. Вот такие вот у нас объемы. На походе вверх нам придется преодолевать вот эту вот область, поэтому ее можно вот так вот смело выделять. Это будет такая серьезная область сопротивления для биткоина. По ончейн метрикам и по ликвидациям. Вы видите, когда в прошлый раз очень много ликвидаций собралось вот тут, было порядка 20 миллиардов, в общей сложности 30 миллиардов ликвидаций вот здесь, да, это максимальное пиковое значение 29,45, вот здесь вот было ликвидаций таких, мы пошли и всех шортовиков ликвидировали. Сейчас по биткоину нету каких-то супер ликвидаций ни снизу, ни сверху. Поэтому он будет жить своей жизнью, биткоин пойдет туда, куда его поведут покупки и продажи, за которыми мы будем наблюдать с вами на кластерном графике. Я буду регулярно обновлять какие-то интересные моменты в своем телеграм-канале.
Сейчас даже, например, мы видим уже интересный момент, еще нету закрытия недели, но у нас будет стрим в воскресенье, когда мы посмотрим как раз закрытие недели и обсудим, чего ждать на следующей неделе и что будет в конце месяца. Вот, видите, уже есть достаточно серьезный лонговый признак на самом деле, локальный, и может быть даже 1-2% роста сейчас по биткоину. Почему? Потому что на этих крупных продажах здесь появляется лимитный покупатель. И мы видим вот такой вот жирный крупный кластер. Как мы это видели в данном случае и вот здесь на биткоине. Вот такие вот крупные кластера, они говорят о том, что скрыто потихоньку кто-то себе немножко докупает биткоина. Вот видите, здесь тоже это было видно. То есть по ликвидациям и по нашим вот этим вот покупкам и продажам мы будем следить в телеграм-канале, поэтому обязательно подписывайтесь. Если говорить о ончейн каких-то метриках и показателях, то по биткоину очень интересно то, что мы даже и близко не подходили к тем ценам, которые по биткоину должны быть. Если это было вот так вот в 2011-2012 году, 2013 и 2014 году, в 2017 и в 2021, то сейчас мы находимся приблизительно у себестоимости биткоина. То есть себестоимость биткоина сейчас это порядка 54 тысяч долларов. Мы находимся совсем недалеко, это 80 тысяч, да, это порядка 50%, мы только на 50% дороже от себестоимости биткоина. И если мы будем падать на ниже 60 вот тех тысяч, о которых я говорил, да, то есть себестоимость мы смотрим, это 55 это ниже вот этого вот накопления. Если мы будем падать ниже вот этого вот накопления, тогда действительно у нас медвежка полным ходом, началась медвежка, отрицать этого нельзя. Потому что мы пробьем все эти эмо-линии, мы пробьем наши накопления и мы упадем ниже себестоимости. Но нужно понимать, что ниже себестоимость это капитуляция рынка на медвежке. Вот как это мы видим в прошлый раз. То есть это опять-таки нонсенс. Это нонсенс. Это не сходится с тем, что есть. Когда биткоин находится ниже себестоимости, его нужно накапливать. И нужно рассматривать активы на рынке для накопления. А как раз-таки его стоимость пиковая по биткоину сейчас, пиковая возможная стоимость измеряется в 272 тысячи долларов по биткоину. То есть, видите, я тоже не такой сумасшедший, как ончейн метрики нам показывают, я ожидаю всего 147. Я считаю, что это очень справедливая цена, справедливый прогноз и анализ по биткоину. Если мы будем смотреть на 200-недельную скользящую среднюю, да, по биткоину, то вот как это выглядит. Опять-таки, мы увидим здесь цену в районе 44 тысяч долларов за биткоин, да, такая себестоимость, это минимум, это то, что должно быть дном. То есть 50 и 44 — это цифры, которые располагаются очень близко, поэтому это такое падение на 44 на 50, оно составляет практически 1%, 1% вероятности, потому что такое падение в последний раз у нас было, опять-таки, видите, от таких значений биткоин начинает новый бычий цикл, а у нас еще не завершен этот бычий цикл. Мы не видели экстремального хая, мы не видели альт-сезона. Если мы будем смотреть на stock-to-flow модель, да, stock-to-flow модель по биткоину, что мы увидим здесь? Опять-таки, мы не видели каких-то экстремальных значений, и здесь у нас это вообще 388 тысяч за биткоин. То есть еще более сумасшедшие прогнозы. Но я смотрю не на эту часть графика, а я смотрю на вот эту часть графика, да. То есть мы видели экстремальный пик, да, вот такой вот model variance, да, мы видим здесь коэффициент 0,39. Это как раз совпадало с халвингом по биткоину. И мы видели вот такой вот пик. Это был еще 24 год, это был февраль, март, ровно год назад. Но мы только-только пришли к как раз среднему значению, которое должно быть на бычьем рынке по биткоину. Это 46 тысяч, мы его пересекли и сходили на 73-75 тогда. Вот. Но, что более важно, наш индикатор сейчас идет вниз. И мы видим, что на бычьем рынке наш индикатор находится по коэффициенту выше, он находится не в отрицательных значениях. Мы сейчас здесь ушли в отрицательные значения и упали довольно серьезно. На таких значениях мы в прошлый раз были, когда биткоин стоил вот здесь 19 тысяч и падал в моменте на 16 и ниже. То есть мы минус 1
у нас был отклонение по модели, был коэффициент 1, минус 1. И сейчас мы еще ниже упали, это минус 1.22. Мы очень далеко, и мы не видели в этом цикле вот такой вот перекупленности, когда наш коэффициент был положительным. То есть наш коэффициент сейчас резко отрицательный. Индекс страха и жадности по биткоину, то, что мы видим. Вот мы видим, когда у нас череда, куча дней идет только жадность, и потом на падении экстремальный страх. Мы не видели какой-то особо большой жадности, да, мы не видели greed, мы постоянно видим только нейтрально положительную атмосферу и потом сразу резкий, огромный, серьезный, крупный такой страх, да. И сейчас по индексу страха и жадности мы находимся в диапазоне 20-10, то есть сейчас экстремальный у нас страх по биткоину. По P-Cycle, топ индикатор, да, мы тоже не видели выхода биткоина за цену в 150 тысяч долларов. Вот этот вот индикатор, он все-таки соответствует тому, во что я все-таки верю. Это то, что больше подходит моей стратегии, моему анализу. Когда мы пересечем здесь вот эту зеленую EMA-линию, то это как раз и будет идеальной точкой для выхода на рынке. Вот такие вот ончейн метрики мы с вами сегодня рассмотрели, немножко посмотрели кластера, объемы, общее то, что я вижу, на общую схему движения на рынке. Это то, что мы с вами, ребята, посмотрели. Я надеюсь, эта информация была максимально полезна для вас. Обязательно подписывайтесь на наш Telegram, на наш YouTube, ставьте лайк, пишите интересные комментарии. Если вы не согласны, аргументируйте свое мнение. Я желаю всем профита, надеюсь, всем повезет на рынке, мы окажемся с вами правы. Обязательно смотрите описание под видео, там очень много интересных ссылок. Есть ссылки по нашим партнерским программам. Есть ссылка на новостную колонку от нас на Binance Feed. Также есть ссылки на Резонанс и на TradingView. Резонанс — это кластера, TradingView также наши партнеры. Вы там при регистрации по нашей именно реферальной ссылке можете получить скидки на покупки платных каких-то инструментов на Резонансе и также скидку при покупке платных инструментов на TradingView. Точно так же мы сотрудничаем с топовыми биржами. Это Binance, это BingX и это Bluefin. Также это биржа MEX. И все эти ссылки на регистрацию по нашей партнерской программе вы найдете в описании под видео.